Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я буду украшать торт белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Торт я буду украшать, можно сказать, в классическом стиле, красными розами. Покажу, как сделать вот такие розы с острыми лепестками, совершенно обычной насадкой, которая продается везде, в каждом кондитерском магазине. Покажу, как установить эту цветочную композицию. Итак, здесь у меня насадка 2 сантиметра на выходе, обычная самая изогнутая роза, которая продается везде. Так выглядит эта кондитерская насадка в первозданном виде, в котором она продается в кондитерском магазине. Я ее заузила плоскогубцами, и она стала более узкой. Цвет крема здесь красный, я использовала краситель от фирмы Rainbow Dust. Розы я буду сегодня делать на рисовых конусах, они продаются на AliExpress. Меня очень многие спрашивают, где их купить. На AliExpress они продаются. И насадку я держу под углом 45 градусов. Я накручиваю основание и начинаю делать бутон. Благодаря тому, что мы держим насадку под углом 45 градусов, у нас как бы в сторону немножко отклоняется лепесток. И мы сейчас его будем поддевать острым выходом насадки. И делается это буквально за какие-то секунды, а результат вас очень порадует, когда вы уже будете делать эти розочки. Обычная насадка, изогнутая роза, 2 сантиметра на выходе. Продается везде, стоит буквально копейки. И вот такая вот розочка получается. Я буду устанавливать вот эти розочки просто на подложку. Торт у меня стоит в холодильнике. Итак, я еще сделаю сейчас 9 больших розочек. Здесь я уже более ускорила съемку, но смысл понятен. То есть мы держим насадку под углом 45 градусов. У нас сразу же отклоняется в сторону лепесток, который мы поддеваем острым выходом насадки. И все, розочка готова. Делается это все очень просто и несложно. Теперь я покажу, как сделать бутоны из этого крема. Также делаем основание. Все то же самое, просто лепестков у нас будет, конечно же, меньше. И потом сам рисовый конус, когда при установке на торт, я буду немножко обрезать ножницами, чтобы это было удобнее сделать уже на самом торте, чтобы бутончик был, он же маленький, чтобы он установился у нас уже комфортно. Здесь делаем буквально 3-4 лепестка, и бутон уже у нас готов. Видите, здесь очень важно, под каким ракурсом мы держим эту насадку, под каким углом. Благодаря этому у нас получается отклоненный в сторону лепесток, который мы можем очень легко поддевать острым выходом насадки. Вот так бутон получается. Еще один покажу вам бутончик. И в принципе, я думаю, что здесь все понятно. Как я готовлю белковый крем, есть 2 подробнейших видео на моем канале. Ссылки я оставлю в описании к данному видео. В одном видео я делаю белковый крем, итальянскую меренгу в планетарном миксере. И в другом видео я делаю этот крем обычным ручным миксером. Более крупный бутон здесь я показываю. В принципе, вот в таком стиле мы делаем все эти розочки. Итак, розы у меня все готовы. Я достала торт из холодильника. Здесь у меня обычный крем. Я просто срезала у кондитерского мешка угол и делаю основание для всей цветочной композиции. И начинаю устанавливать цветы на торт. Сразу делаем так, чтобы у нас были расстояния между цветами, потому что я буду также делать туда имитацию веточек гипсофилы, также листья, чтобы розы не были близко приклеены друг к другу. Вот здесь я как раз таки обрезала сейчас уже рисовый конус и устанавливаю этот бутончик уже на обрезанном конусе
на торт, потому что, видите, места мало очень, и для этого я, конечно же, его обрезала. А крупные я также устанавливаю в кремовую подушку. Здесь я на обтяжку торта варила крема на 100 грамм белка и на цветы также на 100 грамм белка. То есть у меня ушло крема из расчета порции на 200 грамм белка. Крема на итальянской меренге и белково-заварного крема. Здесь сразу я хочу сказать о количестве цветов, потому что будут спрашивать меня в комментариях. Здесь у меня как бы две композиции, которые идут отдельно. Сверху 7 цветов и снизу 5 цветов. Это допустимо в украшении тортов. Это все уже на пожелание кондитера. Здесь у меня насадка 8 мм, открытая звездочка. И я начинаю делать имитацию веточек гипсофилы, как бы основание для гипсофилы. Это очень удобный вид украшения именно гипсофилой. Сейчас я беру насадку номер 13, это самая маленькая открытая звездочка, 3 мм на выходе, и делаю цветочки, имитацию цветочков гипсофилы. Это такое маленькое белое растенице, которое присутствует, как правило, во всех букетах и очень часто используется в букетах. И я в своем торте здесь просто вам показываю, как я сейчас это сделаю. Делается она очень просто, но смотрится всегда очень выигрышно на тортах. Итак, гипсофилу мы сделали. Теперь у меня насадка номер 70, 10 мм, листик. Крем здесь я окрасила цветом фисташково-зеленый. Листьями я здесь не увлекаюсь, потому что здесь уже зелени достаточно. Здесь тортик в таком классическом стиле, то есть как бы такая монокомпозиция из только розочек. Поэтому здесь акцент идет, конечно же, весь на розы. Все, листьев достаточно. Теперь я буду делать веточки. Здесь у меня обычная совершенно кисточка, которую я использую только для тортов. Ворс у кисточки искусственный, сразу говорю. Здесь я развела цвет красителя, гелевый пищевой краситель с кипяченой холодной водой. Я развела цвет у красителя травяной зеленый. Пробую сзади торта, как это будет выглядеть, как это будет смотреться, как у меня краситель вообще идет. И не забываю, конечно же, смачивать кисточку в красителе, потому что белковый крем будет разрываться под сухой кисточкой. Это очень распространенная ошибка. То есть нужно достаточно смачивать кисточку постоянно, чтобы рисунок шел у нас. Делаю такие обычные фантазийные веточки. И потом сейчас посыплю их посыпками. Закрываю основание этих веточек листьями, чтобы они у нас не казались такими парящими в воздухе. И присыпаю их посыпками разными кондитерскими, но тоже, чтобы это подходило к тону торта. Посыпками тоже не увлекаюсь. Где считаю нужным, дополняю эти веточки. Также немного украшаю бусинами боковину торта. И в принципе торт мой уже готов. То есть такое украшение тоже имеет место быть. Это классика. Такая классика, она всегда желанна. Видите, нижнюю композицию я немного сделала как бы сбоку, чтобы она не параллельно шла верхней композиции, а именно как бы снизу и сбоку. И вот такой торт у меня получился. Торт у меня получился 14 сантиметров в высоту
и 19 сантиметров в диаметре вместе уже с покрытием белковым кремом. Внутри у меня бисквитный торт и крем клубничное мороженое. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.